Всем привет, меня зовут Ярослав, я из города Первомайск. Приехал сюда, чтобы показать красивый бой. Мое преимущество в том, что я уже участвовал в этом турнире, у меня есть одна победа. Подготовка особо не поменялась, потому что из-за работы у меня не получается подготовиться, но я провел 3 полноценные тренировки. Настрой у меня отличный, я хочу провести хороший и яркий бой. Сопернику желаю закончить бой без травм. Здравствуйте, звать меня Роберт. Приехал с города Черкассы. Приехал с целью проверить себя, доказать что-то новое себе, окружающим и продемонстрировать хороший бокс, бой, поединок. Прозанимался почти всю жизнь боксом, мастер спорта. Поэтому надеюсь, что это мне поможет в бою победить. Готовился к поединку хорошо, просил ребят без перчаток и в биточках меня немножко бить. Сам в перчатках работал, старался подготовиться максимально сильно. Настрой на бой хороший, надеюсь, пройдет без травм для меня и своего соперника. Пожелаю удачи и хорошего зрелища, поединка. Спасибо. Мы встречаем нашего уже известного нам бойца. Даньшин Ярослав. Ярослав приехал к нам из города Первомайск. Его рост 197, вес 92, и ему 24 года. Мастер спорта по боксу. В первом турнире Ярослав одержал победу в поединке с Теплюком Вадимом по прозвищу «Баскетболист». Одержал он эту победу нокаутом. Боец с добрым лицом, но очень сильным ударом. Давайте поддержим Ярослава. И встречаем его оппонента, Жмурко Роберт по прозвищу Красава. Его рост 186, вес 106, и ему 26 лет. Представитель города Черкассы. Мастер спорта по боксу. Чемпион Кубка Украины и чемпион Украины среди студентов по боксу. Занимается боксом 12 лет. На данный момент работает тренером. Сегодня дебютант нашей организации. Давайте поддержим бойца.
Бойцы на середину. Господа, красивый, честный, кулачный бой. Слушаем мои команды, после команды «Стоп» не работаем. Пожали руки. Судьи готовы? Готовы? Первый раунд. Время. Бой! Так, дорогие друзья, у нас в желтых тейпах Данчин Ярослав, победитель. В первом сезоне он нокаутировал баскетболиста в первом раунде. И дебютант. Красава, просто красава, да. И как ты говорил, Саша, в начале за кадром, смотри, передней рукой так хорошо работает сейчас. Мне Ярик. кажется, он сейчас пройдет эту переднюю руку. Смотри, как он выцеливает его. Да, Реально. подбирается потихоньку, пока джебом остро Да, работает. О, то, что ты и говорил. Да-да-да, но тоже ему не надо зарываться, смотри. Но сейчас, на данный момент, более точнее работает Ярослав, хорошо попадает. Ну все, смотри, он подгорел уже. Пропустил пару ударов и уже подгорел. И смотри, в последнем моменте он успел все равно развернул Ярослав его. проснулся, наконец-то. Да, но... О, каких два тяжелых удара пропускает сейчас Ярослав от Красавы. Набрасывает, даже пытается с клинча набрасывать. Ярослав молодец, как защищается, на самом деле. Очень качественно. Хорошо ручку Также вставил. Прям просто из клинча Смотри, насыпает. они сейчас очень много сил потеряли. Очень много сил. Сейчас Ну, руки будут чуть-чуть медленнее уже лететь. Хорошая защита у Ярослава. Да, качественная, я бы сказал. Ну и смотри, есть уже первые звоночки. Больше насыпает ударов, больше... Ярослав очень много боковых этих колхозных пропускает. Ну и попадает больше. Но попадает он намного больше, я бы даже сказал. У него Да, более но- акцентирован. Глухая защита, как и говорили, здесь мало работает, но Ярик придерживается этой тактики, он держит руки. Ярик правильно здесь защищается с открытой ладошкой, а не с кулаком. Это он правильно делает. Да, больше Красава работает из клинча. Брейк. Чувствую, именно там. Последние 10 секунд первого раунда, и сейчас пошел в атаке у нас Красава. Хорошо защищается сейчас Ярослав, но... Да, концовку забирает уверенно. Концовка забирает уверенно Да, у нас да, да. Красава. Но... Красава! Тяжеловес, который также хочет тебя нокаутировать. 10 секунд готовность. Судьи готовы? Готовы? Стоим на месте. Готовы? Пожали руки. Готовы? Второй раунд. Время. Бой! Да, первым начинает сейчас именно Красава. Передней рукой работает, но, видим, уже готов Но Ярослав. он джеб на джеб идет, это не очень хорошо. Но вот Провалил, да, и... О, хорош сейчас в атаке у нас Красава. Насыпает больше по защите, но пару раз залетела по Ярослав корпусу. молодец, он очень качественно защищается. Вот правда, вот за это надо ему должное. Смотри, Олег Крутько, у него тренер, очень хороший тренер. И сейчас И он хорошо сейчас ушел. его секундирует. Смотри, сейчас правый должен залететь у Ярослава, мне так кажется. Готовит, да, готовит. но Готовит. Хорошо уходит Смотри. вообще Очень, хорошо уходит очень. от ударов Вот, смотри. Ярик. Правый, смотри, сейчас правый пойдет. По-любому. Раз, два. Долго ждет. Долго ждет, да. И пропускает, конечно. И вот дождался. Таких О, два разошлись. оверхенда от... Ему надо Бой! слушать его секунданта. Он правильные Красава. вещи говорит. И он очень долго ждет.
Ну, смотри, не отпускает, конечно. В клинче хорошо работает. Да. Смотри. Красава. О, какой сильный удар сейчас Ой-ой-ой. пропускает. Ярослав. Плечом даже бьет. Красава. Плечо, не подкидывай. Стоп, время. Вытрите. Есть Ой-ой-ой. жесткое рассечение. Очень жесткое бровь. рассечение. О, Просто нереально. Есть уже гематома под правым глазом. очень сильное. Роберт, бой кулачный, никакого плеча. Судьи готовы? Готовы? Время, бой! Смотри, видишь, Ярик будет сейчас туда бить. Да, Ему не сечка надо может- вязаться. Он неправильно, ну... Но он, кстати, в клинче очень хорошо работает. Мне нравится. Немного локтем Смотри, зацепил, но вот это джеб, неумышленно. Видишь, джеб и не сильно он бьет туда. Опять же, так- то, что я тебе говорил еще за кадром, что он очень низко держит руки. Да. Ты прям оценил эту олдскульную Да. стойку. Последние 10 секунд второго раунда и пропускает. Сейчас хорош в атаке. Хорош просто делает. печени нереальный попал, взрыв, по печени обрабатывает попал. корпус сейчас. Красава. Красава, опять красава. Десять секунд готовность. Судьи готовы? Готовы? Готовы, судьи? Судьи готовы? Третий раунд. Бой, время. Как видим, тяжи показывают, делают зрелище. Да, Ярослав. Много крови, много зрелищности. Ярослав у нас в желтых тейпах. Красава в черных тейпах. Красава в атаке. Ну и Ярик подбирается своими джебами, Да-да-да. пристреливается все больше, но он еще Ярик долго ждет. Очень и низко долго руки ждет, но и мне долго кажется, ждет. он не прям хочет, он еще не до конца включил свою дальнюю руку. Оу. Прям предплечьем выбивает капу Стоп, и капа. жестко работает сейчас, прям даже немного грязновато работает. Красава. Ну, это и есть, для этого есть. Он показывает зрелище, он молодец на самом деле. Мне кажется, Ярослав там... не включает свою правую, потому что он боится провалиться и остаться, О, понимаешь? пропускает сейчас правый боковой, пропускает Ярослав, но ты знаешь, по ходу прямо сейчас инициатива уже перетекла больше к Красаве. Красава, да. Тут много слов. Красава, Красава. Да. Ярику нужно включаться, просто включаться. Не терпеть все эти удары из клинча, а просто... Стоп. Он одним джебом не Одним джебом. не Если он- вытянет этот бой. Если он сейчас Он, смотри, включится... правый готовит. Но он Да, и долго пропускает сейчас в атаке вновь Красава. Печень уже пропустил. Просто начинает разбивать уже. Брейк. Да, есть. Просто Бой! разбитое лицо у Красавы, но он продолжает идти вперед и попадает. Ой, хорош. Попадает Красава, нужно Ярику срочно включаться, потому что это последний раунд. Брейк. Последний, я бы сказал, наверное, секунд Бой! 20. Я Да, думаю, да, там да. не больше И осталось. вновь Вот, попадает Красава. Вау, просто вау. Ярик весь в крови, но еще раз повторюсь, Бой! не в своей. Это все кровь Красавы. И вновь пропускает эти тяжеленные Смотри. удары, пропускает Ярослав. Пытается работать корпусом, но этого недостаточно. Этого недостаточно. Как ты говорил, ему нужно Смотри, работать да, с да. дистанции. Слишком затянутые удары, слишком затянутые. Да, все больше и больше О, пропускает. смотри, Красивая работа от Хорош. Красавы. Просто приподнял, подкинул его. Это Красава. достойный бой. Слушай,
Очень яркий и сильный бой. И мы готовы огласить победителя. В данном поединке раздельным решением судей победу одержал Жмурко Роберт по прозвищу Красава. Это явно один из самых кровавых и зрелищных поединков. Просто бойцы полностью красные от крови. Очень сильные залетали удары. Оба бойца молодцы, заслуживают явно бонуса за один из лучших поединков этого вечера. Ярослав, ты звезда нашей организации. Ты красавчик. Скажи, пожалуйста, чего тебе не хватило в данном поединке? Не хватило мне только подготовки и всего. Я готовился всего 3 дня. 3 тренировки провел. Думаю, этого и не хватило. Не хватило дыхалки. Да, 4-й не хватило. Хочу поблагодарить моих тренеров. Это Дранчевского Ростислава Тадеевича и Крутько Олега Викторовича. И еще хочу сказать, что хочу еще поблагодарить дедушку своего, который отвел меня на бокс и по сей день заставляет заниматься меня. Все, всем спасибо, спасибо вашей организации, это очень круто было. Пацаны, вы тоже, вы лучшие. Опять же, просто спасибо. Спасибо. За тейпы, спасибо. Молодец, красавчик Ярик. Один из звезд нашей организации. Спасибо тебе. Роберт, поздравляю тебя с победой. Очень нелегко тебе далась эта победа. Как тебе ощущения и как бои на кулаках оценишь? Все время тренировался в перчатках. 16-18, и тут немножко не то. Ручку ставлю, а все равно пропускаю, уж руки не то делают. Хороший бой, спасибо, хочу сказать сопернику, отцу, который меня поддержал, Валику, который мне помогли настраиваться. Вообще, организация классная, всем доволен. Спасибо. Обнял вас. Спасибо всем большое. Просто отличные бойцы у нас, на таком уважении, только в Махаче. Тёма, оцени бой, пожалуйста. Бой просто бомба. Конечно, у одного из бойцов боевое имя Красава, но на самом деле оба они здесь красавы. Закатили просто нереальный бой. Ярик молодец, такой прям спокойный, все время хладнокровный был. Такие плюхи прилетали ему, и не знаю, с чего у него лицо сделано. Там нет ни сечек, ничего, не знаю, каким образом. Вот. Ну, на самом деле, Красава тоже красава. Такой бой был равный. Я на самом деле был рад, что я не судья. Я просто наслаждался боем и даже не знал, кто выиграл, что выиграл. Я думаю, что здесь победили зрители. Поэтому красавцы, пацаны. Да, реально просто мощно было. Твоему хладнокровию каждый должен позавидовать на самом деле. Вы молодцы, респект вам и уважение. Вы, наверное, это самый стойкий и длинный по аплодисментам бой. Бонус есть. Хотел бы отдать должное Ярославу за то, что вышел против такого парня на 14 килограмм больше его. Разница в 14 килограмм – это очень серьезная разница. Ты красавчик, Роберт. А ты, я здесь, Роберт. Роберт, я здесь, сзади, здесь, тут я, да. Хотел бы тебе сказать, что ты пример того тяжа, который должен быть. Ты двигался до 3-го раунда и двигался, и выносливость у тебя. Ты именно пример. Пример для тяжей будущих и для нынешних, которые есть. Красавчики, с победой, ребят. Здравствуйте, меня зовут Альберт, мне 22 года, я из города Одессы. Я приехал с целью подраться, заработать денег, стать, можно сказать, именитым для того, чтобы добиться определенных целей. И, не знаю, есть переживания перед боем? Да, конечно, у всех есть оно. Так же, как и на улице, наверное. У меня подготовка была 2 недели. Это было очень тяжело. Тренер меня гонял очень сильно, поэтому я готовился, я старался. Настрой позитивный. Йоу, салют. На связи Тарас Тайпа. Я из сурового города Запорожья. Приехал покорять твое сердце, дорогой зритель.
Подготовка прошла умиротворенно, достаточно сбалансированно. Считаю, что выполнил ее достаточно хорошо. О преимуществах в бою не буду говорить, поскольку соперник неизвестен. Пусть это будет загадкой для всех нас. Настрой на бой позитивный. Итак, наш следующий поединок. И его первый боец. Тайпо Тарас, он же 742-й. Его рост 182, вес 74, и ему 23 года. Тарас приехал к нам из Запорожья. Он занимался боксом и бразильским джиу-джитсу. Сегодня у него дебют в нашем промоушене. В прошлый раз мы ждали Тараса тоже на наших поединках, но, к сожалению, из-за сломанного носа он не смог приехать. Надеюсь, он покажет сегодня очень крутой бой. Давайте его поддержим. Давайте поприветствуем его противника. Калайджан Альберт по прозвищу Армянский кубинец. Его рост 179, вес 74, и ему 22 года. Я думаю, это будет один из самых харизматичных бойцов нашей лиги. Очень многогранный боец. Начинал заниматься дзюдо, параллельно играл в футбол и занимался грэпплингом. На данный момент его профиль бокс и ММА. Является призером чемпионатов по борьбе. По профессии Альберт судовой повар. Давайте поддержим этого бойца. Бойцы на середину. Напоминаю правила. Височная, затылочная, позвоночные части мы не бьем. Локти, колени убрать. Никакой грязной техники, только кулачный бой. Слушаем мои команды. После команды стоп не работаем. Выполняем все команды. Пожали руки. Судьи готовы? Судьи готовы? Первый раунд. Время. Бой! Итак, дорогие друзья, в желтых тейпах 742-й, в черных тейпах армянский кубинец. И первым джебом начинает у нас, выстреливает прям 742-й. Должен быть очень интересный бой, потому что... О, размашисто сейчас сработал. Хорошо. Армянский кубинец тут же его наказал за это 742-й, но сейчас пропускает. Армянский кубинец, да, попадает. Смотри, у него широкая стойка. Смотри, как он держит. Очень прям... широкая, да. Посмотри на его переднее плечо, он перекрывается просто им в ты стиле... видишь, где он держит... Пытается сейчас догнать армянский кубинец, пошел вперед, закрывается 742-й. Есть первый нокдаун. 2, 3. Не будем. Останавливаемся. 5. Готов? Бой. Есть уже рассечение у 742-го. Идет вперед. Есть отличный боковой, левый боковой исполнение кубинца. Пытался сейчас сделать апперкот, но... Кулачный бой, бой. Успешно заклинчевал. Стойка просто шик. Тяжелейшее попадание с правой. Тяжелейшее попадание. Против такого, как? Тяжелейшее попадание от армянского кубинца. И да, все, бой окончен. Уверенная победа техническим нокаутом армянского кубинца. Махач, второй сезон, дорогие друзья. Подписывайтесь обязательно. Здесь происходит, мать вашу.
Тарас, подойди, пожалуйста. В данном поединке, в первом раунде, отказом угла, победу одержал Калайджан Альберт по прозвищу Армянский кубинец. Очень сильный бой, взрывной темп. Я, наверное, зря сказал про твой нос, видишь, это карма сыграла. Но на самом деле ты красавчик, у тебя большое будущее. Думаю, мы тебя у нас еще увидим. Спасибо тебе за участие. Как ощущения? Что я хочу сказать? В целом, вечеринка вкусная. Помимо вечеринки хорошей, судья наблюдал в первом сезоне, достаточно профессионально судит бои. Помимо этого, извиняться и прочей херни говорит, что типа я кого-то подвел не буду, потому что я никого не подвел. Так произошло. Абонент красавчик, жесткий. Вот. В целом хочу передать спасибо клубу «Водник» в Запорожье. Помимо этого, тренерам моим, в частности, Никите Гориле. Ну, и все. Спасибо большое. Я думаю, Тарас еще покажет себя в нашей организации. Ну что, кубинец, поздравляю тебя с победой. Очень техничный и одновременно жесткий боец, красавчик. Скажи, пожалуйста, несколько слов. Хочу сказать спасибо всем, кто поддерживал, кричал, помогал. Реально, это первое мое выступление вообще в боевом разделе. Я никогда не выступал ни по боксу, ни по ММА. И вот первый раз выступил только на кулачных. Всем спасибо. Хочу передать привет ребятам из Одессы. Артем в деле, Артем Кузьминов, который тренер тянул меня 2 недели для того, чтобы я здесь выступил. Пацанам, вот своего брату, другу, всем, кто меня поддерживал, я на самом деле очень сильно переживал. Поэтому я всем благодарен, всех обнял, всех люблю, всех целую. Всем мир. Ребята, красавцы. Услышим мнение нашего жюри. Саша. Да? Армянский кубинец, поздравляю. Крутой бой, на самом деле. Знаешь, хотелось бы отметить то, что ребята реально на коротком уведомлении приезжают сюда и показывают качественные бои. Здоровья оппоненту, только это. Да, я надеюсь, что он сделает выводы определенные и придет еще намного сильнее. Видно, что у него есть потенциал. Тебя с победой. Бой очень быстрый, такой как спринт, как будто легкоатлеты соревнуются на 60 метров. То есть куда развиваться. Успехов вам, ребята. Альберт Джан, у тебя термоядерная смесь Куба, Армения, и ты дрался как раз так. Думаю, должна и Куба, и Армения остаться довольны твоим выступлением. Ты показал просто класс. Это то, про что как раз кулачные бои есть. Твоему оппоненту желаю удачи, здоровья, и будем тоже его ждать здесь. Ну, а тебя, конечно же, тоже 100%. Ну что, 2 слова. Было зрелищно и вкусно. То есть красавцы, молодцы. Респект, у вас большое будущее. Здравствуйте, меня зовут Голосов Богдан, 23 года, Киевская область. Занимаюсь тайским боксом. До этого занимался немножко кудо, фрифайтом. Приехал с целью новых ощущений, попробовать что-то новое для себя и показать хорошее шоу. Мое преимущество в бою — скорость. Подготовка к бою проходила хорошо, было время потренироваться. Настрой на бой боевой, к бою готов. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, я из поселка Першотравенск. Приехал с целью подраться чисто на кулаках, порубиться. Преимущество в бою — чисто работать стойки, как я люблю. Готовился всего 10 дней, особо только гонял веса, больше ничего не делал. Настрой мой на бой вообще хороший, пришел зарубиться и испытать себя. Никому ничего не желаю, просто чтобы обошлось все без травм. Спасибо всем, кто меня смотрит, и желаю удачи в просмотрах и, естественно, мне в бою. Итак, наш следующий бой. И поприветствуем первого бойца. Сертакову Дмитрий, по прозвищу «Спартанец».
188, вес 79, и ему 29 лет. Приехал к нам из города Першотравенск. Заниматься спортом начал 4 года назад и уже успел стать призером соревнований по боевому самбо. Сегодня Дима дебютант в нашей организации. Ожидает красивый бой и завершит его без травм. Как ответственный отец хочет показать правильный пример своему сыну. Также хочу добавить, что Дима сбрасывал примерно 7 килограмм за 10 дней, чтобы опуститься в весовую категорию пониже. Посмотрим, даст ли это свой результат. Давайте поддержим Диму. Встречаем оппонента. Голосов Богдан по прозвищу Сова. Его рост 180, вес 75 и ему 23 года. Богдан представляет город Киев. Он чемпион Украины по кикбоксингу, занимается им более 5 лет. Сегодня дебютирует в нашей организации. Пришел к нам ради шоу и чтобы получить новый опыт. Я думаю, это будет очень крутой бой. Давайте поддержим Богдана и Диму. Бойцы на середину. Пожали руки. Напоминаю правила. Честный, красивый бой. Слушаем внимательно моей команды. После команды стоп не работаем. Височная, затылочная, позвоночная часть не бьем. Никаких борцовских приемов. Клинч только боксерский. Пожали руки, разошлись. Судьи готовы? Готовы? Первый раунд. Время. Бой! Так, дорогие друзья, сразу. Сразу с первого раза. Да, напоминаю, что в черных тейпах у нас Сова, в желтых тейпах у нас спартанец. И попадает сейчас Сова. Попал больше по... Я знаю, кто такой спартанец. Спартанец — это очень духовитый парень. Да, и у него, как ты говорил... Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Если готов, поднимай руки. 8, 9, 10. Сука! В первом лучший раунде. просто, лучший! В первом раунде я хотел сказать, что у этого парня есть. Фил переживал, болел за... Я болел за... всем сердцем за Диму просто. У него есть опыт выступления на голых кулаках, но это был поединок чисто ММА на голых кулаках. Здесь он проявил просто нереально. Выбери кап. Хорошо влетел. Руку. Дмитрий. Давайте огласим, будете обниматься. В первом раунде на 25-й секунде победу нокаутом одержал Сертаков Дмитрий по прозвищу Спартанец. Богдан активно начал, все было очень круто, и вы задали очень большой темп, высокий. Чего тебе не хватило? Что произошло? Ну, что я могу сказать? Не хватило внимательности, вот что. Вот. Ну и подготовки тоже немножко не хватило. Я тоже сгонял вес.
Вот, много согнал. Да, ну, перебрал чутко. Да, много ушло. Ну, а так все, оппоненту спасибо. Я думаю, мы увидим еще Богдана в нашей организации. Очень толковый и перспективный парень. Дима, иди сюда, успокойся. Поздравляю тебя с победой. Также хочу от себя добавить, Дима работает в зале, в котором мы проводим данные поединки. Париматч Fight Academy. На самом деле он не так давно начал заниматься. Горжусь им, красавчик, показал настоящий зрелищный бой и характер. Я думаю, твой сын будет тобой гордиться. Скажи, пожалуйста, несколько слов о поединке. Соперник очень хороший, на самом деле красавчик, очень уважаю. Никогда не недооцениваю своего противника. И, ну, конечно, хочу сказать пацанам, которые меня поддержали, приехали с моего поселка Першотравенска. Пацаны, от души, Саня, ты выиграешь в следующий раз, братан, я тебе помогу. Обязательно, даст Бог, все будет нормально. И хочу пожелать всем удачи. Пацаны, извините, что не так. Уважаю, братуха. И спасибо большое Андрюхе Лемонтову от души. Лимонтову. Спасибо большое. Хотелось бы услышать мнение нашего жюри. Саш, опять с тебя начинаем. Димон, поздравляю тебя с победой. Я просто тоже тренируюсь в этом зале. Я видел, как Дима готовился, как он скидывал эти лишние килограммы, как он настойчиво и шел к своей победе. Это заслуженная победа. Я надеюсь, что ты дальше будешь еще круче становиться и карьерного роста тебе. У тебя большие перспективы. Дима, с победой. Уже это уже такая тяжелая категория, тяжелые удары. Всем удачи. Да, ребята, оба, конечно, подготовленные. Здесь вот как раз сыграло тот факт, что когда спаррингуешься, всегда 16-унцевые перчатки одеваешь, и потом, когда их снимаешь, скорости здесь совсем другие. К ним привыкнуть очень сложно, тем более опыта здесь ни у кого особо нет, да и вообще в мире мало у кого опыта на голых кулаках. И вот, конечно, это здесь сыграло эту роль. Ну, а спартанцу хочу сказать, молодец, он замотивированный отец, я сам как отец себя понимаю, когда выходишь, дерешься для сына, это все, таких остановить практически невозможно, так что передаю привет твоему сыну, его батя настоящий мужик. Димон, респект, красавчик, подготовился, бомба. Оппоненту, Богдан, ты тоже молодец. Не получилось, ничего страшного, в следующий раз себя проявишь. Я думаю, у тебя тоже большие перспективы, да у вас в обоих, только все начинается. Делайте выводы, и будет все круто. Спасибо, ребята. Дима заслуживает бонуса за один из лучших нокаутов сегодняшнего вечера. Спасибо. Скорейшего восстановления. Ждем тебя еще у нас.